Серый туман, густой и липкий, как паутина Унгалиант, окутывал сознание Митрандира, когда он открыл глаза. Это не было пробуждение в чертогах Мандоса и не возвращение на вершину Келебдила после битвы с Балрогом. Воздух здесь был иным. Он не пах ни свежестью Шира, ни серным смрадом Мордора. Он был пропитан застоявшейся сыростью, металлическим привкусом крови и чем-то еще, чем-то приторно-сладким, похожим на гниющий мед. Гэндальф Белый, Майя из рода Алорина, с трудом поднялся, опираясь на свой посох. Гламдринг, верный меч, выкованный эльфами Гондолина, висел у него на поясе, но его рукоять казалась холодной, словно металл спал. Старик огляделся. Он стоял на каменном полу разрушенной часовни, продуваемой всеми ветрами, а вокруг, насколько хватало глаз, простиралось море густого тумана, из которого выступали лишь острые скалы. Но не это привлекло его внимание. В небе, заслоняя звезды и солнце, возвышалось древо. Это было не древо Валинора, сияющее святым светом Телпериона или Лаурелина. Это было исполинское, подавляющее своим величием золотое образование, чье сияние было не теплым, а властным, диктующим волю. Оно пронзало небеса, и с его призрачных ветвей падали золотые листья, которые исчезали, не касаясь земли. «Это мир, потерявший равновесие», – прошептал Гэндальф, и его голос прозвучал глухо в этой пустоте. «Свет здесь не дар, а закон». Он сделал шаг к выходу из часовни, и доски под его ногами заскрипели. Внезапно из тени выступило существо. Это был не орк и не тролль, а кошмарное нагромождение плоти и золотых доспехов, многорукое чудовище, сжимающее в своих многочисленных ладонях щиты и мечи, украшенные гербами, которые Гэндальфу были незнакомы. Приращенный отпрыск, так назвали бы его здесь, но для Истари это было воплощение искажения жизни. Тварь издала пронзительный визг и бросилась в атаку, вращая клинками, как мельница смерти. В другом времени, в другой жизни, обычный человек погиб бы на месте. Но Гэндальф не был погасшим, ищущим милости. Он был служителем тайного огня. «Ты не пройдешь!» Голос мага ударил как гром, но не для того, чтобы обрушить мост, а чтобы дезориентировать врага. Гэндальф не стал блокировать удар посохом. Он шагнул навстречу вихрю лезвий с неестественной для старика скоростью. Гламдринг вспыхнул белым пламенем, разрезая затхлый воздух. Первый удар отсек одну из рук чудовища, второй разбил золотой щит. Отпрыск взвыл, пытаясь перегруппироваться, но Гэндальф уже сплетал заклинание. Это была не магия блестящих камней, знакомая этому миру, а чистая воля, облеченная в слово. Удар телекинетической волны отбросил многотонную тушу к обрыву. Чудовище зацепилось когтями за край, но Гэндальф подошел ближе, глядя в его безумные глаза с жалостью, смешанной с отвращением. «Твои страдания окончены», — тихо произнес он, и острие Гламдринга вонзилось в шею твари. В этот момент пол под ногами мага, подточенный временем и битвой, рухнул. Гэндальф падал, но страха не было. Он падал в бездну, где бурлило темное море, но вместо удара о воду его подхватил поток странной эфемерной энергии. Он очнулся в пещере, сырой и мрачной, где на куче костей сидел призрак, указывающий на выход. Выбравшись на поверхность, Митрандир впервые по-настоящему увидел Междуземье. Лимгрейв. Зеленые равнины, усеянные руинами, простирались под сенью золотого древа Эрт. Ветер шевелил траву, но в этом пейзаже была скрытая угроза. Неподалеку, у первого костра благодати, странного золотого свечения, похожего на осколок звезды, стоял человек в белой маске. Варе. Гэндальф почувствовал исходящую от него ауру крови и коварства за версту. Он подошел к костру, чувствуя, как тепло благодати пытается проникнуть в его душу, предлагая силу, но взамен требуя подчинения. Нарья, кольцо огня на его пальце, нагрелось, отвергая чужеродную магию. «О, да вы, я погляжу, погасший». Голос Вары был масляным, полным скрытой насмешки. «И, судя по всему, у вас нет служанки. Как печально. Умереть в безвестности, без руководства». Гэндальф опирался на посох, его кустистые брови сошлись на переносице. Он видел Сарумана, видел Денетера, видел Гриму. Он знал этот тип людей, тех, кто считает цинизм мудростью. «У меня были проводники, чьи имена тебе ничего не скажут, человек в маске», — ответил Гэндальф.
И в его голосе прозвучали нотки, от которых Варе невольно отступил на шаг. «И я не ищу служанок, я ищу ответы. Кто правит этим увядающим садом?» Варе хихикнул, пытаясь вернуть самообладание. «Правит. Королева Марика исчезла, а ее дети, полубоги, дерутся за осколки кольца Элден. Здесь, в замке грозовой завесы, сидит Годрик Старукий. Жалкий правитель, но сильный. Если вы хотите чего-то добиться, старик, вам придется убивать. Таков путь погасшего. Убивать, чтобы обрести благодать», — подумал Гэндальф, отходя от Вары. «Здесь сила измеряется рунами, выбитыми из тел врагов, жестокая экономика души». Он двинулся в путь, игнорируя совет Варе идти сразу в замок. Ему нужно было понять природу этого мира. Первое, с чем он столкнулся, был страж древа. Золотой всадник на гигантском коне, закованный в непробиваемую броню. Гэндальф не стал прятаться в кустах. Он вышел на дорогу. Всадник, увидев странника в сером плаще и остроконечной шляпе, опустил алебарду и поскакал в атаку. Земля дрожала под копытами его коня. Гэндальф вздохнул. «Даже звери здесь искажены золотом», — пробормотал он. Он поднял посох. Когда алебарда уже готова была снести ему голову, вспыхнула ослепительная вспышка света. Всадник был ослеплен. Конь встал на дыбы. Гэндальф не использовал разрушительную магию. Он использовал понимание природы вещей. Он ударил посохом о землю, и корни, спавшие под брусчаткой, вырвались наружу, оплетая ноги коня. Всадник рухнул с грохотом, подобным падению башни. Гэндальф подошел к поверженному врагу. Он мог бы добить его, забрать его руны, как того требовал закон этого мира. Но вместо этого он коснулся лба всадника концом посоха, прошептав слово на квенья. Золотой блеск в глазах стража погас, сменившись пустотой смерти. Он был всего лишь пустой оболочкой, куклой, движимой волей древа. Ночь застала его у руин храма Элли. Там он встретил Мелину. Она появилась из синих искр, девушка с одним закрытым глазом и руками, покрытыми ожогами. Она предложила сделку – силу рун и коня по имени Поток, в обмен на то, что он доставит ее к подножию древа. Гэндальф внимательно смотрел на нее. Он чувствовал в ней древнюю силу, но не злую, скорее печальную. «Ты говоришь о сделках, дитя», — сказал маг, раскуривая трубку. Табак из Южной Чети закончился давно, но он нашел местные травы, горькие, но успокаивающие. «Но я не торгую судьбой. Я возьму твоего скакуна, ибо ноги старика устают быстрее, чем в юности. Но силу рун я буду использовать с осторожностью. Власть имеет свойство развращать, я видел это слишком часто». Мелина, казалось, была удивлена таким ответом, но кивнула. Свисток костяного кольца призвал Потока, призрачного скакуна. Это был не Светозар, но в его глазах был разум. Гэндальф погладил зверя по гриве. «Что ж, друг, показывай дорогу». Путь к замку грозовой завесы был усеян трупами и солдатами Годрика. Гэндальф старался избегать бессмысленного кровопролития, используя скрытность и иллюзии, заставляя патрули видеть тени там, где их нет, или слышать голоса своих командиров, зовущие их в другую сторону. Но у ворот замка его ждало испытание, которого нельзя было избежать. Маргит – ужасное знамение. Он спрыгнул с башни, блокируя проход на мост. Его лицо было скрыто, но рога, растущие из головы, выдавали в нем знамение – проклятое дитя. «Погасший, ведомый пламенем амбиций», – прохрипел Маргит, материализуя в руке золотой посох. «Оставь свои глупые мечты». Гэндальф спешился. Ветер развевал его плащ. «Амбиции – удел слабых, ищущих власти над другими», – ответил он спокойно. «Я же ведом долгом. Пропусти меня, страж, или познай свет, который старше твоего древа». Маргит рассмеялся сухим, трескучим смехом и бросился в атаку. Бой был жестоким. Маргит был быстр, его движения были непредсказуемы, он использовал кинжалы света и тяжелые удары посоха. Гэндальф противопоставил грубой силе мастерство и предвидение. Когда Маргит заносил посох, Гэндальф уже был в стороне, нанося точный укол гламдрингом. Когда знамение призывало золотой молот, Гэндальф создавал щит из чистого белого огня, который поглощал удар. «Ты необычный воин», — прорычал Маргит, отпрыгивая назад. «Твоя магия, она чужая. Она не от древа и не от луны. Откуда ты, старик?» «С запада», — коротко ответил Гэндальф. «Из-за моря, которого здесь нет». Он поднял посох высоко над головой. На этот раз он не сдерживался. Вспышка света была такой яркой, что тени на мосту исчезли.
Это был свет Амана, воспоминание о нем, сохраненное в душе Мая. Маргит зашипел, закрывая лицо руками, его кожа дымилась. Гэндальф ударил посохом о землю, и ударная волна сбросила Маргита с моста. Знамение растворилось в золотой дымке, пообещав вернуться. «Страх», — отметил Гэндальф. «Они боятся не смерти, а того, что стоит за ней — возвращение в цикл». Замок грозовой завесы был памятником безумию. Повсюду висели тела, расчлененные и сшитые заново. Тролли с вырванными внутренностями тянули повозки с трупами. Гэндальф шел по коридорам, и его сердце наполнялось гневом. Это было хуже, чем ямы Ортханка. Там Саруман создавал солдат. Здесь же Годрик создавал монстров ради самого процесса, ради кражи силы. Он встретил Нефели Лукс, воительницу, стоявшую над трупом рыцаря. Она была прямой и честной, и это напомнило Гэндальфу Рохиримов. Они вместе прошли через внутренний двор, где огнеметы и баллисты охраняли вход в тронный зал. Гэндальф использовал магию, чтобы отклонять снаряды, и Гламдринг, чтобы рубить тех, кто подходил слишком близко. Птицы с лезвиями на лапах были особенно отвратительны, но вспышки огня из кольца Нарья быстро превращали их в пепел. Наконец они достигли места, где обитал полубог, Годрик Старукий. Он был жалок и ужасен одновременно. Его тело было гротескной коллекцией чужих конечностей, пришитых грубо и небрежно. Он разглагольствовал о своей золотой крови, о драконе, которому он поклонялся. Когда он увидел Гэндальфа, его глаза алчно загорелись. Еще один. Для прививки твои руки, старик, выглядят крепкими. Гэндальф смотрел на него с холодным презрением. Ты называешь себя повелителем? Голос мага эхом разнесся по кладбищу, где происходила битва. Ты — стервятник, укравший перья орла. Ты недостоин даже жалости. Годрик взревел и бросился в атаку, размахивая двумя огромными топорами. Земля тряслась. Гэндальф уклонялся. Его движения были плавными, как вода. Он знал, что физически не сможет блокировать удары этого гиганта, но ему и не нужно было. Он танцевал вокруг неуклюжего полубога, нанося порезы сухожилием и сочленением. В ярости Годрик сделал то, что делал всегда, когда проигрывал, обратился к еще большему уродству. Он отрубил свою руку и прирастил к обрубку голову мертвого дракона. «Узри!» — кричал он, и драконья пасть изрыгнула поток огня. Нефели Лукс укрылась за колонной, но Гэндальф остался стоять. Он выставил вперед левую руку, на которой сияла Нарья. «Ты думаешь, огонь — твой союзник?» — закричал Гэндальф сквозь рев пламени. «Я служу огню, который дал начало звездам». Кольцо вспыхнуло рубиновым светом. Драконье пламя, вместо того, чтобы сжечь мага, разделилось надвое, обтекая его невидимый барьер. Гэндальф начал читать заклинания на языке валар, слова власти, которые заставляли саму реальность дрожать. Он сфокусировал всю свою волю в острие посоха и направил луч ослепительно-белого света прямо в пасть дракона. В тот момент, когда тот набирал воздух для нового выдоха, взрыв потряс замок. Голова дракона лопнула изнутри, разорванная конфликтующими энергиями. Годрик упал на колени, воя от боли и ужаса. Гэндальф подошел к нему, Гламдринг был занесен для удара. «Вернись в землю, из которой ты взял слишком много», — сказал он и опустил меч. Победа над Годриком принесла ему великую руну. Тяжелый пульсирующий кусок золотого света. Гэндальф взял его, и его рука задрожала. Он почувствовал искушение. Руна шептала о порядке, о власти перекроить мир, о возможности исправить все ошибки. «Возьми меня, и ты станешь новым Элден-лордом», — пел голос. Гэндальф закрыл глаза, вспоминая Фродо, вспоминая Бэг-Энд, вспоминая простоту хоббитов. «Нет», — твердо сказал он, пряча руну в глубокий карман, запечатав его магией. «Я лишь хранитель, это не моя власть». Он покинул замок, выйдя на скалы, откуда открывался вид на Лиурнию озерную. Пейзаж изменился. Вместо золотых лесов Лимгрейва перед ним расстилалась бесконечная туманная низина, затопленная водой, из которой торчали шпили полузатопленных зданий. В центре возвышалась Академия Рая Лукария, магическая школа, парящая над облаками. Гэндальф чувствовал здесь иную магию – холодную, расчетливую, звездную, магию, которая отвергала богов и искала истину в космосе.
Это было ближе к его собственной природе, но в то же время чуждо. Здесь знание ставилось выше мудрости. Он спустился к озерам, и его поток скакал по водной глади. Его встретили не солдаты с мечами, а гигантские лангусты и странные механические куклы. Маги рая Лукарии носили каменные маски, скрывающие лица, и стреляли синими лучами энергии, блестящими камнями. Гэндальф отражал эти лучи своим посохом, с интересом изучая их структуру. «Кристаллизованная звездная пыль», — понял он. «Они черпают силу из умирающих звезд, но не понимают их сути». В Академии царил хаос. Колдуны сошли с ума, погрузившись в бесконечные исследования. Красный волк Радагона, охранявший залы дебатов, стал первым серьезным противником в этом месте. Зверь был быстр, он использовал магию меча и молнии. Гэндальф, однако, нашел подход и к нему. Используя акустику огромного зала, он создал иллюзию своего присутствия в 10 местах одновременно. Волк метался, атакуя фантомов, пока настоящий Гэндальф не обрушил на него люстру, срезав цепь точным броском кинжала. Но настоящей целью была Реннелла, королева полнолуния. Когда он вошел в ее библиотеку, он увидел женщину, парящую в воздухе, баюкающую янтарное яйцо. Вокруг нее ползали ученицы, поющие жуткую колыбельную. «Ты хочешь родиться заново, милый?» — спросил голос Ренналы, но он был пустым, лишенным воли. Гэндальф понял, что она тоже жертва. Сломанный разум, запертый в иллюзии совершенства. Бой с Реннеллой был битвой не тел, а разумов. Она призвала иллюзию своего расцвета, бесконечный океан под полной луной, где она была всемогуща. Гиганты, драконы, потоки магической кометы Азура – все это обрушилось на Гэндальфа. Но Истари знал, что иллюзия сильна лишь настолько, насколько ты в нее веришь. Он стоял посреди бушующего магического шторма, опираясь на посох, и пел песню Яванны, песню роста и жизни. Эта песня была реальностью, твердой и неоспоримой. Золотой свет его песни начал разъедать синий свет луны. Иллюзия пошла трещинами. Гиганты рассыпались в пыль. Дракон превратился в дым. Гэндальф шагнул сквозь распадающуюся реальность и коснулся лба Ренналы. «Проснись, дочь звезд», — сказал он. «Твой сон затянулся». Иллюзия исчезла. Они снова были в пыльной библиотеке. Реннелла сидела на полу, сжимая яйцо, но в ее глазах появилось осмысление. Она не была побеждена в привычном смысле, она была освобождена от наваждения, хотя ее разум остался хрупким. Гэндальф не стал забирать ее руну силой. Она сама отдала ее, не понимая ценности. Выйдя из Академии, Гэндальф направился на север, к великому подъемнику Дектуса. Но его путь преградила странная фигура. Ренни-колдунья, кукла с 4 руками и лицом призрака, сидела на краю башни. «Я следила за тобой, старик», — сказала она холодным голосом. «Ты нарушаешь порядок вещей. Ты не следуешь ни 2 пальцам, ни мне. Кто ты?» «Я тот, кто приходит на рассвете, когда надежда потеряна», — ответил Гэндальф. «Твой мир стоит на пороге эпохи звезд, Ренни, я вижу это. Но звезды холодны без любви». Ренни помолчала. «Возможно. Но золотой порядок должен быть разрушен. Если ты враг древа, мы можем быть союзниками. Ищи меня в поместье Карии». Гэндальф не дал обещания, но принял к сведению. Интриги полубогов становились все сложнее, однако его внимание привлекло нечто другое. Восток. Небо там было окрашено в цвет гниющей крови. Земля стонала. Каэлит. Место, где произошла самая страшная битва, где генерал Радан держал звезды в заложниках. Гэндальф чувствовал там присутствие чего-то до боли знакомого. Скверна. Не та, что была в Мордоре, но похожая по своей разрушительной сути. Красная гниль — это была болезнь самой земли. «Там страдает великий воин», — прошептал Гэндальф. «И звезды ждут освобождения». Он повернул потока на восток, к пылающим стенам, отделяющим зеленые земли от алого ада. По пути он заехал в крепость Круглого стола, место вне времени. Гидеон Афнир, всеведущий, встретил его с высокомерием. «Ты собрал 2 руны, странник, впечатляет. Но знаешь ли ты, где находятся остальные?» «Знание не дается даром, Гидеон», — ответил Гэндальф, разглядывая огромную библиотеку Афнира. «Ты копишь факты, но не понимаешь их смысла. Ты знаешь, где находится моление? Или где прячется Мог?» Глаза Гидеона сузились за шлемом.
Моление спит у корней древа святого. А мог, он похитил Микелу. Но тебе туда не добраться. Ты должен пойти в столицу, Лейндел. Я пойду туда, куда укажет сердце, отрезал Гэндальф. В Каэлиде воздух обжигал легкие. Грибы и наросты гнили покрывали все. Гниющие собаки и вороны гигантских размеров бродили по пустошам. Гэндальф использовал магию огня, чтобы очищать себе путь. Здесь огонь был не оружием, а лекарством. В замке Рыжей Гривы собрались воины для фестиваля Радана. Александр, Живой Кувшин, Блайт-Полуволк и другие. Они приветствовали Гэндальфа как равного. Герой войны Джерен объявил начало. Генерал Радан проклят. Он гниет изнутри, но его разум давно умер. Осталась лишь жажда битвы. Подарите ему славную смерть. Ворота открылись, и они вышли на пески, усеянные оружием. Вдали, под багровым небом, выл Радан. Он был огромен, на непропорционально маленьком коне, которого он поддерживал гравитационной магией. Он уже не был человеком, он был стихией. Радан натянул гигантский лук. Копье, заряженное гравитацией, полетело в них быстрее звука. Гэндальф выставил щит, и копье разбилось о него, но сила удара протащила мага на несколько метров назад. «В рассыпную!» – скомандовал он. Воины бросились в атаку. Радан отбросил лук и достал 2 меча, каждый размером с башню. Он крутился, создавая вихри песка и смерти. Александр пытался ударить его по ногам, Блайт прыгал на спину, но Радан был неудержим. Гэндальф понял, что обычной силой его не взять. Он увидел, как Радан держит звезды. Небо над ними было застывшим. Если я освобожу его разум хотя бы на секунду, Гэндальф начал карабкаться на холм. Он поднял Гламдринг к небу, который начал светиться не белым, а чистым голубым светом, резонируя с гравитационной магией Радана. «Звездная бич!» — закричал Гэндальф ментально, пробиваясь сквозь безумие гнили в мозгу генерала. «Вспомни, кто ты. Вспомни свою честь». Радан замер на мгновение. В его желтых, налитых кровью глазах мелькнула искра осознания. Он взревел, но это был рев не зверя, а воина, принимающего вызов. Он сгруппировался и прыгнул в небо, исчезнув в стратосфере. «Он вернется, как метеорит!» — крикнул Блайт. Гэндальф знал это. Он воткнул посох в песок, создавая купол защиты. Радан рухнул с небес огненным шаром, превратив пески в стекло. Ударная волна смела всех, кроме Гэндальфа, который удерживал барьер из последних сил. Когда пыль осела, Радан стоял перед ним израненный, но все еще живой. Гниль пожирала его. Гэндальф подошел к нему. Генерал попытался поднять меч, но не смог. «Покойся, сын Радагона», — тихо сказал Гэндальф. «Ты сдерживал звезды достаточно долго. Пусть они упадут и принесут новые судьбы». Он коснулся груди генерала, посылая импульс чистого огня Нари, который выжег гниль из сердца воина, даруя ему мгновенную чистую смерть. Радан упал. И в тот же миг небо пришло в движение. Тысячи падающих звезд прочертили небосвод, одна из которых с грохотом упала где-то в Лимгрейве, открывая путь в подземный город Накрон. Победа над Раданом открыла путь к судьбе Ренни, но Гэндальф чувствовал, что его путь лежит на север, к плато Альтус. Он собрал осколки великой руны Радана. Она пылала огнем, требуя действия. Гэндальф чувствовал усталость. Этот мир был огромен и полон боли. Каждый шаг давался с боем. Но он знал, что впереди его ждет самое сложное испытание. Столица Лейндел, где Моргот, король знамений, охраняет трон. И дальше, за шипами древа, таится истина о том, что случилось с этим миром. Поднимаясь на великом подъемнике Дектуса, Гэндальф смотрел на открывающиеся виды золотых полей Альтуса. Впервые он почувствовал, что древо Эрт близко. Его свет был почти ослепляющим. Но в тени этого света скрывались самые глубокие тайны. Он поправил шляпу, проверил заточку Гламдринга и вздохнул. Вторая половина пути всегда тяжелее первой, как говаривал Бильбо, подумал он, глядя на возвышающиеся стены столицы, где дракон Грансакс окаменел навеки, вцепившись в крепостные валы.